Противотанковые средства открываются с нашивкой уничтожения танков. Все они доступны всем фракциям. Разница лишь в уровне нашивки, на котором они открываются, и цене покупки. Мины – первые из доступных и самые дешевые из противотанковых средств. Наносят колоссальное количество урона, достаточно для уничтожения любой бронетехники с одной мины. При взрыве рядом наносят в несколько раз меньше урона. Мины выполняют роль оборонительного оружия. Их необходимо устанавливать на подходах к точкам, на дорогах, мостах, бродах и так далее. Однако мины могут использоваться и в нападении. Ими можно уничтожать танки, закладывая мины спереди и сзади танка. Одновременно может быть заложено 10 мин. При закладке 11 первая исчезнет. Цена пополнения всего 115 кредитов. Базука и Панцершрек с убывающей эффективностью пробивают броню до 110 мм, нанося полный урон целям с толщиной брони до 70 мм и не нанося урон целям с броней 110 мм и более. Эффективная дальность стрельбы до 300 метров. Но для максимальной эффективности стрелять необходимо с близкого расстояния и под прямым углом к поверхности. Для уничтожения танка необходимо произвести 2-3 выстрела. Основной недостаток – занимаемое место в инвентаре. От 4 до 6 слотов в зависимости от боезапаса. Каждый снаряд обойдется в 267 кредитов. РПГ-43 – советская противотанковая граната. С убывающей эффективностью пробивает броню до 110 мм, нанося полный урон целям с толщиной брони до 70 мм и не нанося урон целям с броней 110 мм и более. По своему действию РПГ-43 ближе к базуке или Панцершреку, чем к гранате. Ее необходимо кидать под прямым углом к поверхности, иначе есть риск не пробить броню. Таким образом, РПГ-43 может оказаться не особо эффективной против тяжелых танков, но все равно может применяться против них. Для уничтожения вражеского танка достаточно 2-3 гранат. Стоимость пополнения 360 кредитов. Магнитная мина наносит огромный урон целям с бронированием до 160 мм. Таким образом, мина может эффективно использоваться против любых танков. Для уничтожения танка необходимо 2 мины. Основных недостатков 2. Во-первых, их необходимо прикреплять непосредственно на корпус танка, подходя в упор. Во-вторых, иногда возникают проблемы с установкой на наклонной поверхности. Стоимость пополнения 360 кредитов. Противотанковая граната номер 74, также известная как липучка. Как следует из названия, граната прилипает к целям и взрывается спустя несколько секунд. Наносит урон целям с броней до 160 мм, независимо от угла броска. По сравнению с магнитной миной, наносит почти в 2 раза меньше урона, но может использоваться с расстояния или из укрытия. Для уничтожения танка требуется 2-3 гранаты. Стоимость пополнения 360 кредитов. Подведем итог и сравним все противотанковые средства в таблице. На этом у меня все. Не забывай подписываться, комментировать и оценивать.